Привет, друзья! Сегодня мы с вами отправляемся в путешествие в страну, которая находится в самом центре Балканского полуострова, где живут самые высокие люди в Европе и производят 30% малины в мире. Добро пожаловать в Сербию! Сразу пробежимся по цифрам для общего понимания. Население чуть больше 7 миллионов человек на июль 2024 года. Официальный язык – сербский. Валюта – сербский динар. Столица – город Белград. Кстати, по-сербски Биоград. Название Белград происходит от сербских слов «бели» – «белый» и «град», что в переводе означает «белый город». Итак, мы прилетели в Белград. Из Дубая перелет занял 7 часов. И прилетели мы уже поздно ночью. Кстати, виза Казахстану и России не нужна. А если вдруг вашему паспорту нужна виза, то влететь вы можете по действующей визе Великобритании или США. Кстати, про паспортный контроль. Это был самый быстрый паспортный контроль, который мы когда-либо проходили. Паспорт, здравствуйте, доброе утро, печать. Паспорт пока. Никаких листаний, перепроверок, это точно вы, это точно не вы. Цель визита, зачем, откуда вы друг друга знаете и всякие такие прочие дурацкие вопросы никто не задавал. Просто печать, добро пожаловать, пошли. Утром мы начали с завтрака, я выбрала отличную локацию, и возле дома у нас было множество кафе и ресторанов. А изучение города мы начали с площади Республики. Площадь Республики украшает памятник князю Михаилу Абреновичу, я надеюсь, я правильно это говорю, созданный по проекту итальянского скульптора Энрикио Пацци. В 1882 году этот памятник стал своего рода сенсацией, потому что это был первый памятник с конем. Интересно, а ты знаешь в твоем городе, какой был первый памятник и с конем? Позади памятника высится здание Национального музея, куда мы сейчас и отправимся, чтобы посмотреть, что находится внутри. Небольшой спойлер, это был понедельник, и музей не работал, поэтому мы вернемся сюда, но немного позже. А пока выпьем местного кофе с таким прекрасным видом и прогуляемся по главной пешеходной улице Белграда. Мне эта улица напомнила стамбульский Таксим. Музыканты, художники, ларьки, кафе, множество магазинов и сотни гуляющих людей. Кстати, отличный маршрут, который приведет вас прямо к Калимигданской крепости. Белградская крепость, или как ее еще называют Калимигданская крепость, находится на холме на слиянии рек Сава и Дунай. Это оборонительный комплекс, который строился на протяжении нескольких столетий и находится в самом сердце Белграда. Белградская крепость является самым посещаемым туристическим местом в Белграде. Ежегодно это место посещают около 2 миллионов туристов. Здесь вы можете найти парк, музеи, церковь, зоопарк. В общем, отличное место для того, чтобы прогуляться здесь посреди всей этой зелени и насладиться красотой, а главное – видом, который открывается отсюда. Вечером мы отправились познакомиться с местной кухней поближе и по совету знакомой из Сербии пошли в ресторан «Пролече». Переводится как «весна». Очень красивое место. Заказали, пожалуй, самое знаменитое блюдо сербской кухни – плескавицу и сербский шницель. Вот эта огромнейшая котлета называется плескавица. Название блюда происходит от сербо-хорватского слова «плеск», что переводится как «шлепок» либо «хлопок». Скорее всего, это связано со шлепками ладонями при формировании котлеты во время приготовления. Традиционно плескавица готовится на гриле из рубленой говядины или смеси говядины со свининой. Вкусно, сочно и очень сытно. И очень много. Смело заказывайте одну плескавицу на двоих. Момент, который мне очень понравился, это был наш первый ужин, и официант первым делом спросил, из какой страны мы, и едим ли мы свинину. Это было прям очень мило. А вечером мы прогулялись, посмотрели на людей. Был большой матч по футболу, где играла сборная Сербии. Поэтому на улицах было очень весело и многолюдно. И вернулись домой в наши апартаменты. Зацените этот лифт. Тут целая система, чтобы его открыть. Нужно одновременно нажимать на кнопку и открывать дверь. Закрывать внутри и только потом ехать.
А вот так выглядят апартаменты, которые мы сняли. У меня был список из 10 отелей и квартир, но честно, когда я зашла через день, чтобы окончательно выбрать из списка то, что нравится больше, все вдруг стало забронировано. И осталось всего 2 варианта. Я выбрала эту квартиру на agoda.com. Понравилась локация, размер квартиры и вид из окна. Достаточно стильная, просторная и красивая. Единственный минус, мне она не показалась достаточно чистой. Постоянно было какое-то ощущение, что полы грязные, что мебель могла бы быть почище. В общем, какой-то такой неприятный налетик. Прилетев в 12 ночи, мы до 2 часов ждали хозяина, когда он привезет нам ключи. Странно, но обычного замка, как в стандартном Airbnb, здесь не оказалось. В Сербии какие-то невероятно красивые девушки. Просто каждая вторая модель. Рост, волосы, фигура. Вообще, как они одеты. Нет слов. Мы просто идем и на каждую засматриваемся, потому что очень красивые. Но, слово говоря, мужчин-то тоже ничего. Все высокие и достаточно интересные. На завтрак отправились в модное и красивое место. Одно из немногих мест в Белграде, у которых был найден красивый и информативный Инстаграм и качественный контент. Я обратила внимание, что над контентом тут в большинстве своем в принципе не парятся. И Инстаграм-страницы выглядят так, как где-то в 2013 году. Не все, опять же, но большинство. Место оказалось, к счастью, не только красивым и с классным контентом, но и вкусно. Мы пришли где-то в 8:45, заказ у нас приняли ровно в 9, как и написано на дверях на входе. Приготовили, кстати, быстро и было очень вкусно. Мы поели в классном месте, вообще пошли сырники, нашли завтрак как в Вене, в Австрии. И очень вкусно. И заплатили за это все чуть больше $20. 2 кофе, сырники и, по-моему, датский завтрак надалось. Ну, короче, класс. И место красивое. Собор Святого Саввы – главный храм Сербии и один из самых больших православных храмов в мире, посвященный первому сербскому архиепископу и национальному герою Савве. Конечно же, мы не могли пройти мимо этого места и заглянули посмотреть, как выглядит храм изнутри. Храм Саввы – это самый большой храм Сербии и, в принципе, всех Балкан. Высота его вместе с крестом достигает 79 метров, а площадь превышает 3000 квадратных метров. Храм назван в честь одного из величайших святых Сербии, очень почитаемого здесь, святого Саввы. А возведен храм на месте, где Оттоманской империи были сожжены мощи святого Саввы. Строительство храма началось в 1935 году, но было отложено из-за начала Второй мировой войны. Возведение купола храма было завершено в 1989 году, а вот для посетителей храм открылся в 2001 году. И что интересно, на входе есть информация о храме, и там написано, что на украшение храма внутри, на мозаику, на роспись, на всю эту красоту было потрачено «Газпромом» более 10 миллионов евро. Цифры, конечно, внушающие, но и внутри это безумно красиво делалось. По-моему, 6 лет. Это очень красиво, это прям ювелирная работа. Один из главных праздников Сербии – это День семейного святого. Праздник славы. Говорят, что если вы хотите понравиться сербу, то обязательно узнайте у него, когда у него слава. Каждая семья имеет своего покровителя, день памяти которого становится крестным славы. Святой наследуется сыновьями от отца. Незамужние дочери наследуют славу от отца, а вот замужние отмечают праздник славы уже по мужу. Я нашла такую информацию, что даже на работе дают несколько выходных в честь этого праздника. Если кто-то знает подробнее, делитесь в комментариях. Мы взяли, автобус, но что-то мы не урубились вообще, как тут платить, потому что никто не входит, нету никакой штуки на входе, куда обычно карту приложить, либо кредитную, либо автобусную какую-нибудь. Поэтому, зайцы, мне кажется. Но прикольно, тут есть AC, и в автобусе бесплатный Wi-Fi. И все-таки мы проехали бесплатно, никто к нам не подошел, не увидели его, чтобы кто-то платил, поэтому зайцы не разобрались, как пользоваться транспортом. Мне нравится, что тут везде приносят водичку. Вот даже к винишку принесли водичку, чтобы пить правильно. Будем пробовать сейчас вино. Я еще не пробовала сербское.
Попросила сладкое. Называется как-то там Яника. Довольно вкусно. Оно, кстати, прикольное. Оно не то чтобы сладенькое, но оно такое с кисленьким послевкусием. Но приятное, не сухое. Cheers. Вышли все, ездили, ходили посмотреть место, которое как бы клуб, но там ничего не нашли на набережной. И я уже устала, потому что мы сегодня находили 24 тысячи шагов, хотя еще не закончился. И обратно мы решили взять такси. Он сказал нам, что посадка будет 500, и каждый километр то ли 100, то ли 500, короче, я расслышала. В общем, приехали мы, словом, ушли туда 15 минут пешком. То есть ехали обратно 3 минуты. Он такой очень миленький, что нам рассказывал про клубы, куда сходить. Показал нам, остановился, но походу в это время еще счетчик шел. Мы доехали, он говорит, ну, типа с вас 3000. Мы такие, ну, окей, короче, а у вас, конечно, закончился, нашкребли по карману, там еще отдали долларами какой-то, по-моему, $8 или $10, потому что, короче, все не было уже. И такие вышли, вообще-то мы с аэропорта приехали полчаса, и это стоило 3000. Нас нагрел чувачок. Ну да ладно. Вы сегодня за этими автобусами прокатились, такси за это заплатили позже, скажем так. Доброе утро. Почему, когда как только куда-то нужно и вставать в определенное время, сразу хочется спать? Вы все эти предыдущие дни ложились в 2 часа ночи, в час, и просыпались в 6 сами, без будильника. Сегодня у вас экскурсия в 9 утра. Я встала в 8-10, еле как, просто еле как продрала глаза. Поэтому сейчас кофе с собой, и уже будем просыпаться на ходу. Мы приехали в какой-то монастырь Плужской, и дорога была всегда очень красивая. И я начинаю понимать, почему люди так любят Европу, потому что ты, в принципе, живешь в этом городе, у тебя все красивая история, дома, улочки, красота. Потом полчаса отъезжаешь, и у тебя вот такое все зеленое, прекрасное, фермы, подсолнухи, кукуруза, поля и какие-то мишки классные. Монастырь Крушидол, основанный в 1509 году, является жемчужиной сербского культурного наследия. Расположенный на живописном холме, окруженном лесами и виноградниками, он привлекает как туристов, так и паломников. Несмотря на свои небольшие размеры, монастырь создает удивительно уютную атмосферу. Во время праздника Успения Богородицы Крушидол становится местом массового паломничества, когда верующие со всей страны приезжают сюда, чтобы почтить память святых и помолиться. Попросили именно кто в шортах прикрыть ноги, а у меня в моем случае плечи и рубашку накинула. Но, опять же, голову не покрывают, я не вижу. Мы вчера были вот в храме Саввы, и там никто не покрывал голову, и здесь тоже. Свечки тоже не внутри храма, а снаружи. Далее мы поехали в Вильную, столицу Сербии, Сремски Карловцы. Город с множеством зданий в стиле барокко и неоклассицизма. Напомнил мне Вену или, может быть, Будапешт. А почему винная столица? Потому что здесь расположено больше 50 виноделин. Вино здесь стало популярным во времена Австро-Венгрии, и его даже отправляли на Венский двор, в Польшу и в Америку. По легенде, десертное вино Бермир подавали на Титанике. Правда это или нет, я не знаю, но так нам рассказал наш гид. Мы тоже попробовали местное вино и купили бутылочку себе в Дубае. Рекомендую пить по бокалу после обеда. Только будьте осторожнее с такими сладкими сортами. Летом на заре даже пару глотков может хорошо ударить в голову. Следующим пунктом нашего назначения стала, дай бог выговорить это слово, Петровородинская крепость, символ города Нови Сад, также известная как Гибралтар на Дунае. Стратегическое место занимало в истории Сербии, особенно во время войн с Отtomанской империей. Погнали! Чтобы подняться, нам нужно пройти все эти ступеньки. Звучит не очень обнадеживающе, потому что жарко, но, надеюсь, увидим какой-то красивый вид, когда поднимемся.
Мне стало интересно происхождение названия крепости. И вот что я нашла. В латинском языке Петра значит стена, Вар на венгерском – город, а на турецком Дин означает веру. Соединив эти слова, получилось название Петра-Вар-1, что буквально означает город на скале, сильный, как вера. Башня с большими часами на бастионе Людвига – одна из самых популярных туристических достопримечательностей крепости в Нови-Саде. Эта башня в стиле барокко известна своими большими часами. В народе их часто называют пьяные часы, потому что зимой в холодную погоду они отстают, а в теплую спешат. Сегодня крепость Петра-Вар-1 является одним из лучших достижений европейской военной архитектуры XVIII века. Она очень хорошо сохранилась и считается второй по величине крепостью в Европе. Отсюда открывается прекрасный вид на город и на Дунай. Нови Сад – второй по величине город в Сербии с населением 250 тысяч человек. Город был основан в 1693 году и находится всего в 80 километрах от Белграда. Его архитектура напоминает австрийскую, а каждый пятый житель – студент. В 1925 году в Нови-Саде появился налог на пьянство. Задержался в кафе после 11 вечера, плати 1 динар, после полуночи 2 динара. Но этот налог быстро отменили, так как кафе начали пустовать. А вечером, буквально выйдя из подъезда, мы попали на конкурс красоты «Мисс Сербия 2024». Конкурс проходил на главной площади Белграда, где 17 финалисток боролись за титул «Мисс Сербия». Мы попали прямо на финал. Финалисткой стала Александра Рутович. Я нашла ее в Инстаграме и еще раз убедилась, что в Сербии эта соцсеть живет отдельной жизнью. Или не живет. У «Мисс Сербии» 4000 подписчиков. Вы себе такое представить можете вообще? Чтобы человек, который будет представлять страну на «Мисс Мира», не парился над своим инстаграмом. Не могу понять, я больше удивляюсь или восхищаюсь. После 20 это когда приехать после экскурсии, лечь спать в 7 вечера и проснуться в 10, чтобы пойти чуть заряженными, потрясти костями. Очень такой новый, интересный опыт. Ночная жизнь в Белграде славится своим разнообразием. Летом почти все ночные заведения располагаются на лодках вдоль реки, как в Замалике в Каире. Мы посетили клуб «Сплав лето», который работает по средам, пятницам и субботам, и попали на вечеринку нулевых. Атмосфера была просто супер. Музыка погружала нас в ностальгию по бурной молодости, когда мы проводили в клубах все выходные напролет и возвращались домой на рассвете. Сегодня мы решили все-таки дойти до музеев и сходить на шопинг в молл в новом районе Белграда под названием Waterfront. Я рассматривала апартаменты здесь, и хорошо, что не взяла. Район находится достаточно отдаленно. Для жизни, думаю, классно, но для туриста не очень удобно. Очень интересно. Открываются все баночки бутылочные. То есть мы открываем, как обычно, да? А потом борбай. Так везде, на воде, на коле, фанта, спрайт, короче, на всем фанта. То, чтобы не потерялась крышечкой. Мило, я такого не видела. Если сказать так близко, я только что зашла в зал. Купила 7 позиций, 2 юбки, 1 жакет, 1 обувь, 2 топа и 1 платье. И за все заплатила чуть больше 600 дирхам. Это чуть меньше 10 долларов. Обалденно. Это не скидок, ничего нет, это просто обыкновенные цены. И что-то мне высказывает, я, конечно, посчитаю, посмотрю, сколько это будет стоить в Дубае, но думаю, что это будет стоить минимум долларов 400. А после шопинга нужно подкрепиться, и мы решили далеко не идти, и пошли прямо возле нашего дома, где мы сняли квартиру, вот такое вот место. Взяли мы чевапчичи, надеюсь, я это правильно говорю, очень такие мелкие котлетки сейчас покажу, и плескают, только на этот раз должно быть бургером.
Национальный музей Сербии мне особо не зашел. А какую-то историю я что-то нового не узнала. Это просто напоминает больше картинную галерею. В Гугле написано, что там можно найти работы Рембрандта, Ван Гога, прочих известных людей, но мы, к сожалению, не нашли. По мне, это просто красивая картинная галерея, где много живописи, где много натюрморта, где много женских портретов, детских портретов, но не музей. Короче, мне не зашло. Музей Николы Теслы оказался немного интереснее. Имейте в виду, что очереди на вход могут занять до часа. Сам музей небольшой, включает 2 основные экспозиции – личные вещи Теслы и его изобретения. Вначале показывают мини-фильм о жизни великого изобретателя, просят не снимать, а затем демонстрируют его изобретения. Сходить стоит для общего развития. Я не снимала отдельно про каждый ресторан в этом влоге, но смею вас уверить, с едой в Сербии все прекрасно. Вы найдете как традиционную еду, много вкусного мяса, так и сырники, и французскую выпечку, уличный стритфуд и рестораны Мишлена. Мы обнаружили, что происходит сейчас какой-то Beer Fest. 3 дня, начинается сегодня. Вот идем по травушке, смотрим, что там. Купили билеты, с чем-то Сар, сейчас смотрю. Честно, я прям под впечатлением от публики и того, как много разных людей. От малышей возраста 2+ до 70+. И все танцуют, улыбаются и наслаждаются летним вечером и музыкой на открытом воздухе. Фестиваль проходит в парке Ушче у реки Сава и включает 3 сцены с выступлениями популярных групп. Здесь представлено 302 сорта пива. Каждый найдет что-то на свой вкус. И стоит все это удовольствие всего $6 за билет. По-моему, очень круто. И музыка классная. Я ничего не понимала, но прям понравилось очень много песен. Подводя итоги всего этого путешествия, я могу сказать, что вам точно стоит обратить внимание на это направление. Нет смысла лететь сюда на очень долго, только в случае, если вы собираетесь объездить всю Сербию, потому что здесь есть на что посмотреть. Мы хотели съездить на северную, на северную мы ездили. Мы хотели съездить, по-моему, на западную часть, там есть красивые водопады, горы, но не нашли свободных туров. Если вы планируете сюда прилететь, 3-4 дня этого более чем достаточно, чтобы погулять по городу, походить по музеям, повеселиться где-то, потусить ночью, посмотреть основные места и свободно далее ехать путешествовать.